Доброе утро, Израиль! Сегодня 23 апреля. В эфире новости. Не забудьте поддержать этот выпуск лайком, комментарием или репостом. Ваша поддержка очень важна. Делитесь и оставайтесь с нами. Сегодня рано утром в 3 часа 58 минут в северных районах Израиля сработала система раннего оповещения Цева Адом. Сирены тревоги прозвучали в Хайфе, Акко, Наарии и ряде населенных пунктов Западной Галилеи. Армия обороны Израиля официально подтвердила, речь идет о ракетном обстреле со стороны Йемена. В официальном заявлении пресс-секретаря армии обороны Израиля сказано, что с территории Йемена был произведен запуск одной ракеты. Была предпринята попытка ее перехвата, и по предварительным данным, ракета, по всей видимости, была успешно сбита. Сирены были активированы в соответствии с утвержденной политикой безопасности с целью обеспечения максимальной защиты граждан. Также сообщается, что предупреждение поступило всего за 1 минуту до сирен, в 3 часа 57 минут, без указания точной зоны поражения, и сразу вслед за этим тревога была объявлена на северо-западе страны. Служба скорой помощи Маген-Давид Адом сообщила, что пострадавших нет. Полиция обращается к гражданам с просьбой не приближаться к обломкам сбитой ракеты или элементов системы ПРО, если они были обнаружены. Это уже 9-й зафиксированный обстрел Израиля с территории Йемена с момента возобновления атак 18 марта после начала нового этапа израильской операции в секторе Газы. Тем временем в ночь на сегодня США нанесли 2 серии авиаударов, нацеленных на пусковые площадки баллистических ракет на контролируемых хуситами движением Ансар-Аллах в Йемене. Авиаударам подверглись пусковые ракетные установки в Таизе, регионе, который находится под контролем хуситов. В результате атаки была повреждена значительная часть инфраструктуры. Сообщений о жертвах среди мирного населения нет. Отмечается, что были также атакованы объекты, используемые для координации атак на военные и торговые суда в Красном море и в Аденском заливе. Вчера вечером президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом Трамп сообщил в своей публикации в социальной сети True Social, отметив, что они с Нетаньяху на одной стороне по всем вопросам. По словам американского президента, разговор прошел очень хорошо, и в его рамках обсуждался широкий круг тем, включая торговлю, Иран и другие вопросы. Это был первый звонок между двумя лидерами после их встречи в Белом доме 2 недели назад. Тогда, как сообщается, Нетаньяху прибыл в Вашингтон, считая, что встреча будет посвящена вопросам торговых тарифов. Однако по прибытии он узнал, что США уже приняли решение о начале нового раунда ядерных переговоров с Ираном. После этой встречи Нетаньяху заявил, что Израиль не возражает против переговоров, если они приведут к полному свертыванию иранской ядерной программы. Однако источники в окружении Трампа не исключают возможности сохранения иранских ядерных объектов при условии строгого контроля над обогащением урана по модели соглашения 2015 года. Примечательно, что в публикации Трампа не было упомянуто ни о секторе Газа, ни о 59 заложниках, удерживаемых террористической группировкой Хамас, несмотря на продолжающийся тупик в переговорах о прекращении огня. Тем временем Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении иранского магната Сееда Асадуллы Эмамджомеха и его обширной корпоративной сети. Как говорится в официальном заявлении, эта сеть осуществляла поставки иранского сжиженного газа и нефти на сотни миллионов долларов. Эти средства, по данным Минфина, используются Ираном для финансирования своей ядерной программы, разработки вооружений, а также поддержки террористических группировок, таких как Хизбалла, хуситы в Йемене и палестинская организация Хамас. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, Эмамджомех и его сеть пытались экспортировать тысячи партий сжиженного газа, включая поставки из США, чтобы обойти санкции и обеспечить доход для иранского режима. В Каире начинается новый раунд переговоров между террористической организацией Хамас и посредниками из Египта и Катара. Саудовский телеканал Аль-Хадад сообщает, что делегация Хамаса, возглавляемая одним из членов Политбюро Халилем Аль-Хая, уже прибыла в египетскую столицу. Эта делегация намерена обсудить с египетскими посредниками предложение по прекращению боевых действий.
Хамас продолжает настаивать на своем: прекращение войны, вывод ЦАЛЬ и освобождение заключенных палестинских арабов. Однако израильская сторона ранее отвергла подобные условия, расценивая их как попытку навязать капитуляцию и сохранить власть террористической организации в Газе. Примечательно, что Египет теперь играет более активную роль в переговорах, чем Катар. По информации источника газеты The Times of Israel, как Израиль, так и администрация президента США Дональда Трампа предпочитают, чтобы именно Каир руководил процессом. Израиль уверен, что Египет способен оказать реальное давление на Хамас, чтобы добиться прогресса в переговорах. На этом фоне армия обороны Израиля продолжает операцию на юге сектора Газы. ЦААЛЬ завершил захват стратегической оси Марак, отрезав бригаду Рафиаха Хамаса от подкреплений и снабжения. По данным израильской армии, террористы оказались изолированы не только на поверхности, но и под землей, от подземной инфраструктуры до командных пунктов. Наступление ведет 36-я дивизия, и военное давление продолжает усиливаться. Пресс-секретарь ЦААЛЬ, бригадный генерал Эфи Дефрин, выступил с заявлением на линии фронта. Он подчеркнул, что израильская армия не прекратит операции до тех пор, пока все похищенные не будут возвращены домой, живыми или мертвыми. «Каждый наш солдат, от генерала до рядового, знает, зачем он здесь», — заявил Дефрин. «Мы будем преследовать Хамас везде, где бы он ни находился». Между тем, британская телерадиокорпорация BBC сообщает, что посредники выдвинули новое предложение. Прекращение огня сроком от 5 до 7 лет, обмен заложников на заключенных и полный вывод израильских войск из Газы. Хамас, по данным источников, выразил готовность даже отказаться от власти в анклаве, передав контроль палестинской автономии или другому органу. Однако Израиль пока не дал официального ответа на это предложение. Источник, близкий к переговорному процессу, подчеркивает: военное давление уже приносит плоды. Хамас теряет влияние, его структура трещит по швам, но окончательная победа возможна лишь тогда, когда террористов отвергнет и само население сектора Газы. На этом фоне звучит и критика в адрес израильского правительства. Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что подумает об отставке, если правительство пойдет на уступки Хамасу. Он подчеркнул: заложников нужно вернуть, но не ценой капитуляции перед террористами. Любая слабость сегодня – это новые похищения завтра. Хамас, в свою очередь, пытается заручиться поддержкой Турции. Делегация группировки встретилась в Анкаре с главой турецкой разведки Ибрагимом Калыным. Террористы надеются, что Турция сможет повлиять на позицию Вашингтона. Израиль, однако, не намерен останавливаться. Армия расширяет военные операции, а переговорные позиции остаются твердыми. Заложники только в обмен на безопасность и полное разоружение Хамаса. Тем временем президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о том, планирует ли он помешать Хамасу играть какую-либо роль в послевоенном управлении сектором Газы, заявил: «Мы не позволим Хамасу этого сделать, и мы посмотрим, что произойдет далее с Газой». Представители Хамаса ранее сообщили посредникам, что группировка готова при определенных условиях уступить руководство сектором Газы, однако никогда не согласится на разоружение. Разоружение Хамаса – это ключевое требование Израиля и США. В понедельник, 21 апреля, на 89-м году жизни скончался Папа Римский Франциск. Как сообщил глава управления здравоохранения Ватикана доктор Андреа Арканджели, причиной смерти понтифика стали инсульт и остановка сердца. Смерть была подтверждена электрокардиограммой. Папа страдал также от болезней дыхательной системы, гипертонии и диабета. Итальянские СМИ, в частности АНСА, предполагают, что похороны могут состояться 26 апреля. По завещанию Папа Франциск будет погребен не в Ватикане, а в базилике Санта-Мария-Маджоре, одной из главных церквей Рима. Смерть Папы Франциска вызвала отклик со стороны ведущих еврейских организаций и лидеров. Как сообщает издание The Times of Israel, американский еврейский комитет AJC
назвал Франциска истинным другом еврейского народа, отметив его теплоту и глубокое уважение, проявленные как в публичных выступлениях, так и на личных встречах. Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подчеркнул, что Франциск был человеком великого сострадания и внес выдающийся вклад в развитие межрелигиозного диалога. Конференция президентов американских еврейских организаций назвала годы понтификата Франциска эпохой братства, отметив его принципиальную позицию в борьбе с антисемитизмом и сохранении памяти о Холокосте. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Папа Франциск был мостом между народами и религиями и способствовал укреплению связей между Ватиканом и Израилем. Напомним, в 2014 году понтифик посетил мемориал Яд Вашем в Иерусалиме и молился там о мире. Однако, несмотря на высокую оценку его заслуг, фигура Франциска вызывала и споры. Особенно после его критики израильских действий в Газе в рождественской речи 2024 года. Тогда он осудил авиаудары ЦААЛЬ, что вызвало резкую реакцию в Израиле. Тем не менее, в своем последнем пасхальном послании Папа Франциск напомнил о нападении Хамаса 7 октября, выразил поддержку семьям заложников и вновь призвал к их немедленному освобождению, а также осудил рост антисемитизма в мире, назвав его тревожной тенденцией. В понедельник, 21 апреля, в районе электростанции Арот-Рабин в Хадере произошла трагедия. Акула напала на 40-летнего жителя Петах-Тиквы, увлеченного дайвингом. Мужчина, остановившийся на пляже по пути из Твери домой, сообщил отдыхающим о намерении поплавать с акулами. Свидетели засняли момент нападения, после чего пострадавший исчез под водой. Вчера, 22 апреля, спасатели обнаружили останки дайвера на южной части пляжа. В поисково-спасательной операции участвовали морская полиция, пожарно-спасательная служба, МАДА, ЗАКа, Управление природы и парков. Были задействованы катера, гидроциклы, дроны, подводные камеры и металлодетекторы. По словам представителя полиции подполковника Арье Дарона, целью операции было предоставление ответов семье погибшего. Имя жертвы пока не разглашается. Пляж в районе устья ручья Нахаль-Хадера известен как место скопления акул, привлеченных теплой водой, сбрасываемой электростанцией. С ноября по апрель сюда приплывают серые и черноперые акулы, что делает этот участок популярным среди дайверов. Однако специалисты предупреждают об опасности. Поведение акул непредсказуемо, а сильные течения и водовороты представляют угрозу для жизни. Власти закрыли для купания пляжи от Хадеры до Нетании, включая Нахаль-Хадеру, Бейт-Янай, Михмарет и Неурим до особого распоряжения. Управление природы и парков напоминает, что акулы находятся под охраной и запрещено их трогать, кормить или беспокоить. Купание вне официального сезона опасно и запрещено, так как на пляжах отсутствуют спасатели. Это трагическое событие стало первым за многие годы смертельным случаем нападения акулы у побережья Израиля. Специалисты призывают соблюдать осторожность и воздерживаться от купания в районах, где наблюдаются акулы. Вы слушали новости Израиля. Мы благодарим вас, что были вместе с нами. Желаем вам хорошего дня. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч в эфире.